Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую вас на канале Оксана Goodwin Vintage. Сегодня показываю свои находки. Буквально 5 минут назад приехали, был гараж-сел в соседнем городе. Набрала кучу интересных вещиц. Конечно, не терпится и самой рассмотреть, потому что там накидала. В общем-то, время особо там копаться не было. Другие какие-то были интересы, да, к просмотру. В общем, конечно, если бы я была одна, я бы там покопалась около часа. Ну, в общем, вот так. Первое, что хочу показать вам, вот такую сумочку нашла. Обошлась она мне обошлась она мне даже 50 центов. Сказала $1, потому что еще и вот такой кошелек от Лес Клейборн, совершенно новенький, тоже за 50 центов. В общем, вся эта покупка мне $1 обошлась. Это тоже, я знаю, вернее, что есть много подобных бисером шитых сумочек, но это вот такая металлическая бешмель, я не знаю, как правильно прочитать. Ну, в общем, вот такая в новом состоянии, такой кладчик. Классненький. Ну ладно, не буду на нем останавливаться, хотя вещь очень приятненькая, такая красивая. В общем, пакет сегодня большой, как я уже сказала, к разбору много вещиц, о которых я так вот мельком догадываюсь, что это рассматривала. В общем, собрала я это в один пакет. Состоит он из маленьких пакетиков. Каждый пакетик мне обошелся в $1. В общей сложности где-то 5-6 долларов я отдала за этот пакет. В большом самом пакете была вот эта вот парочка украшений. Ну, давайте с нее тогда и начнем. Да, мои дорогие, если затянется видео, не люблю сама я длинные видео, не смотреть, не снимать, поэтому если слишком длинное будет получаться, то я разделю на 2 видео. Привлек меня вот этот браслет, мое внимание. Маркировки я не увидела, но очень уж похоже на монет. Поправили меня в прошлом видео, что не монет надо говорить, а моне. Я это, конечно, знаю, но когда вы слушаете, возможно, вам слово, вернее, буква Т и слышится. Монет, конечно, напоминает, но маркировки нет. Как я уже сказала, там времени у меня не было его так рассматривать. Но он, вы знаете, вот когда берешь в руки, как говорится, маешь вещь, он такой тяжелый. И вот чувствуется такое качество. Вот эти вставки, по-моему, они даже стеклянные, стеклянненькие вставочки. И, естественно, в летнее время на руке классно смотреться будет. Я люблю вот такие браслеты на резинках. Они удобные, они как бы ложатся по руке очень комфортно. Но, естественно, все нужно помыть. Копалась там, все руки, в общем-то, грязненькие. Вижу вот тут узелочек. Так, ну и вот подобная вот такая цепочка. У меня, по-моему, даже точно такая же есть. Тоже в хорошем состоянии. Так, здесь есть маркировка. Извините, сейчас прочитаем. Корея. Правильно? Да, Корея маркировка. С позолотой. Ну, вот видите, есть патина. В общем, чистить это украшение я буду. Цепочечка приятная. И носить вполне себе ее возможно и можно. Так, убираем. Следующий мешочек, ну, вот такой вот большой, состоял, вот прям вот так вот он и был, и этот мешочек стоил тоже $1. Увидела брошечки, давайте его буду разбирать по порядку. Листок брошкой с маркировкой, сейчас, минуточку, у самой, как говорится, дух захватывает, хочется быстрее рассмотреть. Эмаль, по-моему, стертая. Такие потертости. Ну, говорит о винтажном возрасте. И маркировка. Мамсель. Что-то вот такое. Или Хамсел. Ой, вы знаете, это Хамсел. Я вообще, как говорится, сослепуды, как говорится, с переживаниями. Посмотрите.
Да, имеются, конечно, потертости, но это нормально для украшений 50-х, 40-х годов. Прекрасная брошь. Просто чудо, да, находка. Показываю, стараюсь показать вам как можно ближе. Такой листочек. Но она не крупная. Ну, такая вот. И не мелкая, скажу вам. Так, следующий мешочек. Из этого мешочка это вот такие клипсы. Тоже сейчас, минуточку. Если что-то я неправильно название компаний читаю, обязательно меня поправляйте, но строго не судите. Я, как говорится, только учусь. И это вот такие клипсы. Но знаете, то, что они как бы все равно направлены в одну сторону, не очень хороший показатель на самом деле. Маркировки нет. Но их надо почистить. Я думаю, что это 80-е. Носить их нужно вот таким образом, но покажу вам вот так, чтобы не переворачивались. Я думаю, что это 80-е, могу ошибаться, когда были в моде подиумные крупные украшения. Но здесь вот клипсы сами интересные. Броширование приличное такое. Хотя могу ошибаться, возможно, это украшение вполне себе известной какой-то компании. Кто знает, напишите. Но маркировки не нашла. Нет маркировочки. Из этого же мешочка достаем следующее. Так, а это вот такие клипсы. Ну, давайте сразу достану. Хочется побыстрее все достать, рассмотреть. В конце скажу, сколько украшений мне получилось купить за вот такие копейки. Клипсы. Клипсы такие двухсторонние. И почему-то у меня впечатление... Нет. Да, вот так вот. Двухсторонние. Кристаллики все на месте. Я сначала подумала, что здесь какая-то замена. Нет, так и было задумано. По центру кристаллик более светлый. По бокам мелкие кристаллики коньячного цвета. Ну, такие тоже, думаю, это 70-е годы. Могу ошибаться. Кстати, вот с кристаллами такого оттенка у меня украшений много. Думаю, что не составит труда комплектик собрать из этих украшений. В следующих своих видео я покажу вам, какие комплекты, какие колье или, может быть, кольца я подобрала вот под сегодня найденные украшения. Но я уже довольна, уже прям довольна, как слон, да, как говорят. А мешочек все не кончается, представляете? И это все за $1. Тут еще вот такое нечто. Но вот то, что я сейчас вам показываю, я это не видела. Руки вот грязные. Буду мыть все эти украшения, конечно, соблюдая технику безопасности, чтобы... Ох, какая прелесть! Вот, мои дорогие, вот этого я не увидела. Я увидела вот эту обратную сторону, и я подумала, что либо сход эмали, либо кристаллик потерялся, ну, кабошончик. А на самом деле это вот такие великолепные серьги, клипсы на винтах, винтажные. Винтики, все работает. Ой, какая красота. И вы представляете, даже вот до этих я еще не дошла. У них даже нет потери кристаллов. Жемчужины в отличном состоянии. Единственное, потемневшая вот эта вот деталь. Сейчас вот я подумала, может быть, это деталь от других. Нет, это все-таки все родное. Потому что качество кристалликов вот такое одинаковое. Отличные, отличные серьги. Находка, на мой взгляд, просто великолепная. Ну и следующие серьги тоже в этом мешочке. Мне кажется, они еще более прекрасные, чем предыдущие. Посмотрите, какая красота. Кристаллы разного цвета. Крапана такие, эти взятые. Качественные крапанки. Маркировки тоже не вижу, но
Знаете, я покупала эти украшения. Там, в общем, была и молодая пара, и дедушка сидел рядом. Я так предполагаю, что выставили на продажу украшения бабушки. То есть бабушка ушла, дедушки они ни к чему, молодежь, я думаю, в этом не хочет разбираться и копаться. И, в общем-то, вот так. А бабушка, по всей видимости, была модница, и причем с вкусом, с отличным вкусом. Ай, какая прелесть! И причем вот эти вот детальки, видите, подвижные, когда при движении кристаллы будут играть еще больше. Так, давайте я вам покажу, разложу вот так. И великолепные, да, даже трудно, я вернее затрудняюсь, не знаю, как вы, но я затрудняюсь предпочтение отдать каким-то из вот этой парочки. Мне все нравится, абсолютно прекрасная парочка. И уверена, что колье тоже найдется к этим сережкам. И к этим уж точно легко будет подобрать. У меня жемчужных много, различных колье, украшений. В общем, не хочется их отставлять в сторону, но, как говорится, придется. Так, мешочек вот эти опустили. Убираю пустые мешки. Остается у нас еще довольно много. Мои дорогие, давайте один еще, даже не знаю какой мешочек. Этот большой, тоже этот большой. В общем, давайте начнем вот с этого мешочка. Я, честно говоря, вот на него обратила внимание сразу. Вот эти ромашки, тем более я сначала думала, это брошь, а я люблю броши ромашки. И аналоги покажу в следующем видео. Сейчас надо искать, доставать, а здесь все спонтанно. Увидела, что это серьги, и, в общем-то, схватила. Так, давайте опять-таки я вот так высыплю и буду по парочке брать. Главное, ну, я думаю, что если так собраны, что они парные все. Такие вот серьги с кристалликами. Такие шляпки. Я думаю, что это может быть 80-е. Когда вот такая техника только появилась. Яркие, прияркие. На них не буду останавливаться, хотя вот эти вот бусины очень красивые. Посмотрите. Зафокусируется. Поэтому показываю на подложке, да, чтобы вот камера фокусировалась, и тогда вам будет виднее, то есть не будет размытостей. Такие, ну, красивые бусины молочного цвета, переливаются, сверкают. Ну и то, что, причем эти, представляете, они еще скреплены, похоже, были любимыми. Так, и это, сейчас, минутку, вижу, что патины много. Смотрите. Немножко вот так они как-то погнуты. Но я думаю, что это либо... Даже сейчас выправлять не буду. Боюсь, сломаю. Маркировки нет. Хотя вот тут что-то есть. Так, минуточку. Нет, это не маркировка. Серьги сами не маркированные. Но как они отлично сохранились. Эмаль просто великолепная. К этим серьгам у меня точно есть броши. В следующем видео обязательно покажу. В отличной сохранности, нужно их только помыть, почистить. Пыльные. Вот так вот. Очень красиво. Мне очень это нравится. Сейчас лето. Крупные ромашки в ушах. Просто будет здорово смотреться. Так, из этого же мешочка вот такие. Ну, вот это вот мне вообще напоминает это 80-е. У меня что-то вот такое было, и мы делали сами такие серьги тоже. А это, видите, сочетание брошированных бусин. Вот такая перегородочка и на цепочке. Но и сейчас они вполне себе будут выглядеть современно. Так вот, не опускается сейчас. У одного опустилось, у другого заело что-то, да? Ну, такие нежные, похожи на снеговичков. Напоминаю снеговичков, потому что сегодня на гараж-селе было много новогодних украшений. Как раз летнее время – это то время, когда нужно закупаться
декором именно новогодним. Я тоже кое-что купила. Ну, возможно, в следующих видео покажу. Тоже вот такие интересненькие. Так, вот якоречки. Ой, эмалевые. Маркировки нет. Так, и здесь еще что-то выпало. Ну ладно. Ой, какие тоже яркие, красивые. У меня, кстати, морская тема тоже есть в украшениях. И брошь есть в морской тематике. И, по-моему, колье. Ну, в общем, думаю, морская тема тоже у меня удачно складывается. Так, маркировки не вижу. Но в отличном состоянии. Красные и яркие якоря. Да, я морячка, ты моряк. Великолепно, думаю. Современно. Вот подобные украшения, они всегда современными оказываются. Так буду складывать. Так, и что тут выпало? Что-то выпало. Так, минуточку. И здесь вот серьги. Ну, какая прелесть, посмотрите. Скромные, так, тоже тут $1 написано, но они в пакете были. То есть я их тоже сейчас хочу убрать, чтобы не приклеивалась она к рукам. Этикеточка. А вот какая великолепная подборочка, да? Посмотрите. Красивые кристаллы. Вот это точно носибельно всегда, во все времена. Почищу. Кристаллы похожи очень на бриллианты. А если их еще и помыть, возможно, это и позолота. Так, ну, бывает, что надписи все-таки есть. Маркировки не вижу. Вы знаете, думаю, что если их так вот все-таки аккуратно, тщательно хранили, ну, похоже, да, на позолоту. Буду себя успокаивать, что это золотые серьги. Так, здесь нет, ничего не выпало больше. Ну, такая тоже подборочка. Пусть будет. Так, осталось 2 больших мешочка, мои дорогие. Давайте их перенесем на следующее видео, чтобы вам было интересно смотреть не только сегодняшнюю разборку, но и завтра продолжение вот этого, пожалуйста, посмотрите. Сегодня прощаемся. Всем мира, добра и красоты. С вами была Оксана. Увидимся в следующем видео с разбором вот этих мешочков. Всех благодарю. Пока-пока.